О последнем на данный момент ледниковом периоде широкой аудитории известно в основном по серии одноименных мультфильмов. Как ни странно, фауна того времени показана в них вполне близко к правде. Если, конечно, не считать скрытых в подземном мире динозавров. Сегодняшним выпуском мы решили начать необычный цикл о том, как выглядели реальные животные того времени. И сегодня вы познакомитесь с крупнейшими травоядными мегафауны. Подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров». Это позволит вам всегда быть в курсе выхода новых познавательных роликов о развитии жизни на нашей планете. Также призываем наших зрителей активнее выражать свое мнение о работе создателей канала при помощи лайков и комментариев. Кроме того, ваша активность помогает в развитии канала и расширении его аудитории. Мамонт. На сегодняшний день вымерший род мамонты насчитывает 16 видов, обитавших в разных регионах планеты. Появились они примерно 5 миллионов лет назад в Южной и Центральной Африке. Затем началось постепенное расселение на Ближний Восток и дальше по просторам Евразии. Одновременно с мамонтами вышли из Африки и предки современных индийских слонов. Только они выбрали более южное направление расселения. Сначала в смешанных лесах умеренного пояса поселился южный мамонт. Примерно 2 миллиона лет назад с похолоданием климата они стали увеличиваться в размерах. И вот уже на смену южному мамонту пришел мамонт степной. Он вырастал до 4,7 метров в холке и мог весить до 10 тонн. Считается, что именно этот вид впервые обзавелся густой шерстью. Из степей Южной Сибири степные мамонты расселились от современной Франции до североамериканских прерий. В Америке они эволюционировали в более теплолюбивого колумбийского мамонта. А в Сибири примерно 800 тысяч лет назад появился известный всем шерстистый мамонт. Его максимальный рост составлял 3,5 метра, а вес до 8 тонн для самцов и до 4,5 тонн для самок. Все их тело было покрыто длинной темно-коричневой шерстью. Бивни шерстистого мамонта вырастали до 420 сантиметров и весили до 90 килограммов. Вымерли они около 12 тысяч лет назад. А последними с лица планеты исчезли карликовые мамонты, жившие в изоляции на острове Врангеля еще во 2-м тысячелетии до нашей эры. В это время в Египте люди уже вовсю строили пирамиды. Шерстистый носорог. Самые ранние из известных предков шерстистых носорогов жили к северу от Гималаев около 2 миллионов лет назад. Отсюда они расселились по территории современного Китая и Монголии, вышли к берегам озера Байкал и продолжили движение на север Евразии. Для плейстоцена это был не самый крупный зверь с рогом на носу. В Европе до начала ледникового периода проживал носорог мерка или стефанорин, а также несколько видов элосматериев. Но именно шерстистый носорог стал одним из самых известных представителей мамонтовой фауны.
Этот зверь легче конкурентов приспособился к похолоданию климата. Примерно 250 тысяч лет назад проживал на огромных территориях от Британии до Чукотки. Правда, к концу плейстоцена они обитали только в Забайкалье, а также в северных районах Китая и Монголии. Вымерли же эти гиганты примерно 14 тысяч лет назад. Хотя иногда встречаются окаменелости, возраст которых составляет 9-10 тысяч лет. В своем ареале обитания по размерам он уступал только мамонту. В длину шерстистый носорог вырастал до 4,5 метров и весил более 2 тонн. На конце их морды располагались 2 рога. Задний был длиной всего 15 сантиметров и, скорее всего, не имел никакого практического применения. Передний же рог вырастал до 1 метра. Он был достаточно широким и имел плоскую форму. Как и бивни мамонтов, рог применялся для защиты и поединков между самцами. Также с его помощью животные добывали пищу из-под снега. Эласматерий. Одновременно с шерстистым носорогом по степям Евразии бродили представители еще одного рода носорогов. Причем эти животные находились в очень далеком родстве друг от друга. К моменту начала оледенения на планете остался только один вид эласматериев – сибирский. Его останки находят в европейской части России, на Южном Урале и в Сибири. Но в основном этот носорог обитал в тундростепях на территории Средней Азии. Последние же представители вида обитали на юге Западной Сибири примерно 35-38 тысяч лет назад. Выдерживать конкуренцию с шерстистым носорогом и защищаться от хищников эласматерию помогали огромные размеры. Вырастал он до 4,5 метров в длину и до 2 метров в высоту. Весить эласматерий сибирский мог более 4 тонн. Пока в руки ученых не попал ни один окаменелый рог этого гиганта, поэтому судить о его форме и размерах достаточно сложно. В Каповой пещере на Урале имеется изображение животного с большим рогом на носу. Предполагается, что первобытный художник изобразил именно эласматерия. Но рассматривать эту находку в качестве достоверного источника, конечно, нельзя. Степной зубр. Эти предки европейских зубров и американских бизонов во времена ледникового периода обитали от современной Испании до Канады. Представьте себе 2-метровых быков с дугообразными рогами и плотной шерстью, которые собирались в бесчисленные стада. Вероятно, именно они были основной добычей пещерных львов, волков, гиен и других крупных или стайных хищников, включая людей. Считается, что около 120 тысяч лет назад европейская популяция степных зубров начала скрещиваться с местными видами крупных быков – турами. Несмотря на то, что эволюционные ветви этих видов разошлись более 1 миллиона лет назад, животные оказались генетически совместимыми. Правда, способность давать потомство имелась только у коров. Быки, получившиеся в результате скрещивания, оказались стерильными. Но все равно в результате появился новый вид, который мы знаем под именем зубр европейский. Из заокеанских потомков степного зубра сейчас на планете живет лишь бизон американский. Но среди вымерших видов бизонов встречались самые настоящие гиганты.
Одним из них был бизон длиннорогий. Его голову украшали рога размахом до 2 метров. Рост в холке составлял почти 2,5 метра, а весить он мог до 2 тонн. Большерогий олень. Эти крупные копытные не бродили по тундростепям Сибири вместе с мамонтами и бизонами. Ареал обитания большерогого оленя располагался южнее. Эти животные предпочитали небольшие смешанные леса, луга и заросшие кустарниками пространства. Их предки обитали в горах Северного Кавказа или горных долинах современной Греции, но точно определить, от кого они произошли, ученые пока не смогли. Ближе к завершению ледникового периода большерогие олени распространились почти по всей Европе, а в Сибири – до Байкала. Наиболее близкими генетически к большерогому оленю сейчас является лань. Но он намного превосходил своих потомков в размерах. Весил этот гигант до 700 килограммов и вырастал до 2 метров в холке. Отличительным признаком большерогого оленя, конечно, были его огромные рога. Их размах достигал 360 сантиметров, а вес 40 килограммов. Последние большерогие олени жили в Северном Причерноморье примерно 7,5–8 тысяч лет назад. Их вымирание ученые связывают с потеплением климата и увеличением площади лесов, а также с деятельностью человека. Гигантский бобр. Еще один представитель фауны ледникового периода, живший на территории Северной Америки. Здесь гигантские бобры соседствовали с такими хищниками, как саблезубый тигр и короткомордый медведь. Но благодаря своим размерам он, вероятно, был не самой легкой добычей. Длина тела этого уникального животного достигала 190 сантиметров, а с учетом хвоста превышала 2 метра. Весить такой зверь мог до 120 килограммов. Естественно, бобры были отличными пловцами. Для этого их лапы были снабжены перепонками между пальцев. Правда, более вытянутый хвост гигантского бобра скорее напоминал хвост современной ондатры. Питались гигантские бобры корой деревьев, а также побегами и различными водными растениями. Для того, чтобы свалить дерево, отлично подходили острые резцы длиной до 15 сантиметров. Скорее всего, они были не такими умелыми строителями, как их современные потомки. Они строили себе такие же подводные хатки. Но ни одного свидетельства постройки гигантскими бобрами плотин пока не имеется. Вымерли же эти животные не ранее 11 тысяч лет назад. Так что истории о них сохранились в легендах североамериканских индейцев. Мастодонт. К этому семейству млекопитающих из отряда хоботных относятся 3 рода, обитавшие в Африке, Евразии и Америке. В Европе они дожили до плейстоцена, а в Северной Америке застали начало голоценовой эпохи. Также иногда мастодонтами называют представителей семейства гомфотериевых, состоящего как минимум из 10 видов. Несмотря на отдаленное родство и внешнюю схожесть, мастодонты имеют ряд существенных отличий от других хоботных. В частности, эти отличия касались строения зубов и бивней. У мастодонтов бивни имелись как на нижней, так и на верхней челюсти. Некоторые из гомфотериев обладали нижними бивнями лопатообразной формы. По размерам мастодонты сильно уступали не только мамонтам, но и современным слонам.
Самые крупные самцы вырастали не более 3 метров в холке. Их социальная структура точно такая же, как у современных слонов. Взрослые самцы живут отдельно от стад, состоящих из самок и молодняка. Первые мастодонты появились в Африке около 35 миллионов лет назад. Оттуда они распространились по всей Евразии и перешли через будущий Берингов пролив на североамериканский континент. Вымерли мастодонты примерно 10 тысяч лет назад. Среди наиболее вероятных причин их исчезновения ученые называют климатические изменения, деятельность человека и, возможно, туберкулез. Птица моа. Крупные животные встречались не только в сибирских тундростепях и прериях Северной Америки. В Новой Зеландии обитали эндемичные для этого региона нелетающие птицы моа на границе плейстоцена и голоцена. На этом острове проживало 9 их видов, объединенных в 6 родов. Около 1300 года нашей эры, когда полинезийцы начали заселять регион, здесь обитало по разным оценкам от 58 тысяч до 2,5 миллионов особей. Самые крупные из этих птиц при вытянутой вверх шее имели рост около 360 сантиметров. А самые маленькие из них были не больше современной индейки. Правда, изучение строения черепа птицы моа показало, что чаще всего они держали голову и шею вытянутыми вперед. Хотя для поедания листьев с нижних ветвей деревьев могли поднимать ее вверх. Примерно так же себя ведут птицы киви. Примечательно, что моа — это единственная птица, которая не имела даже рудиментарных крыльев. Она была самым крупным наземным травоядным во всех экосистемах Новой Зеландии. До заселения региона людьми единственным их врагом был орел хааста. После прихода двуногого хищника вся популяция этих необычных птиц была уничтожена в течение 100 лет. Если судить по названию, то пейзажи ледникового периода должны быть похожими на современные арктические пустыни. На этих промерзших каменистых равнинах практически нет никакой жизни. Даже мхи и лишайники не могут образовать на них сплошного покрова. В расположенной южнее тундре разнообразие живой природы тоже не очень велико. А так называемая мамонтовая фауна во времена ледникового периода на этих же территориях была представлена огромным множеством самых разнообразных животных и растений, сравнимым с современными африканскими саваннами. А во времена ледникового периода, то есть от 100 до 12 тысяч лет назад, это был самый обширный биом на планете. Он занимал большую часть северного полушария. В чем же причина такого многообразия? Судя по всему, современная тундра представляет собой деградировавший ландшафт мамонтовых степей. Она отличается высокой влажностью и низкой плодородностью тонкого слоя почвы, под которым располагается вечная мерзлота. Большая часть пространства покрыта мхами и лишайниками, встречаются низкорослые травы, ягоды и карликовые деревья. В плейстоцене в этих местах произрастали в основном злаковые травы высотой более 2 метров. Вдоль рек росли ивы, карликовые березы и другие деревья. Встречались редкие хвойные и смешанные леса. Благодаря сухому и морозному климату травы превращались в сено прямо на корню. Даже зимой через неглубокий снежный покров животные с легкостью добирались до этого корма. Огромные стада гигантских копытных животных не только поедали растения и удобряли почву навозом,
Они втаптывали траву в землю, формируя таким образом, пусть и не глубокий, не более 1 метра, но прочный слой плодородного дерна. Питательные вещества задерживались в почве, и растительный покров успевал восстанавливаться за короткое, но жаркое северное лето. Обилие корма позволяло кормиться неисчислимым стадам крупных травоядных, за которыми следовали не менее крупные хищники. О них мы расскажем в продолжении нашего небольшого цикла, посвященного фауне ледникового периода. В завершении ролика мы, по традиции, благодарим зрителей, досмотревших его до конца. Если вы хотите узнать подробности жизни животных из других эпох, советуем ознакомиться с предыдущими выпусками канала «Эпоха динозавров». Также из них вы узнаете о развитии жизни на Земле в целом, эволюции человечества и предполагаемом будущем нашей планеты.